Этот обзор важен для многих покупателей по всему миру, потому что Volkswagen T-Roc – самый продаваемый Volkswagen. И вот он, новое поколение. Свежий ветер, море на фоне и цвет Celestial Blue. Сейчас узнаем, насколько хороша эта полностью новая версия. Что изменилось, что нового в экстерьере, интерьере и в ощущениях за рулем. С вами Томас Авточувство в 4К на полный экран и без купюр. Поехали. T-Roc в версии R-Line. Здесь сразу видно главное отличие. Глянцевый черный и другая форма передней части. В обычных версиях без R-Line этот элемент был бы просто матовым черным. Ну и конечно здесь свой фирменный шильдик R-Line. Дальше световая полоса, которая соединяет фары, и еще подсвеченный логотип Volkswagen. Ночью это выглядит особенно эффектно. Из опций тут стоят фары IQ Light, матричный LED. Длина 4 метра 37 сантиметров. Это примерно на 12 сантиметров больше прежнего. Колесная база тоже немного выросла, так что сзади должно стать просторней. Скоро проверим. И даже в R-Line арки колес здесь не в глянце, а обычный черный пластик. Говорят, так проще ухаживать. Диски от 16 до 20 дюймов, здесь стоят самые большие 20-ки. Для R-Line стандартом уже идут 18-шки. И да, будет интересно понять, останется ли комфорт, несмотря на такие большие колеса. Ведь здесь стоит опциональная DCC, адаптивная подвеска, одноклапанная. У Tiguan двухклапанная, но и это работает очень хорошо. С нетерпением жду, как она поведет себя на ходу. Кстати, с черным пакетом у нас еще и черные корпуса зеркал. Нижняя часть тоже выполнена в черном, а еще можно выбрать контрастную крышу. Но если нравится крыша в цвет кузова, такой вариант тоже есть. Сзади новое оформление фонарей. Световая линия проходит по всей ширине. И здесь сзади подсвеченный красный логотип Volkswagen. Выглядит эффектно. Платформа здесь по-прежнему переднеприводная, та же архитектура, что и у Golf. Позже появится версия с полным приводом. Теперь по двигателям. Сегодня как раз интересная часть. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым E-TSI, мягким гибридом на 115 или 150 лошадиных сил. Мы как раз едем на версии 150 лошадиных сил, разгон 8,9 секунды. И на базе этого двигателя появится первый полноценный гибрид от Volkswagen. По сути, ответ Toyota. Ожидается к середине, к концу 2026 года. Дальше более мощные версии. 2 литра TSI на 200 лошадиных сил с полным приводом и T-Roc R. 333 лошадиные силы. Тоже стандартный полный привод. Эти модификации мы тоже скоро покажем в отдельных обзорах. И напишите в комментариях, какую версию вы ждете больше всего. Переходим в салон. Классический ключ с глянцевым черным пластиком. Да, мой не самый любимый вариант. Звук закрывания двери. Спереди очень хороший. Сзади звук не такой плотный, поэтому передняя дверь звучит лучше. И сейчас будет то, что активно обсуждали еще на мировой премьере. Скоро поймете, о чем я. Сначала мягкий пластик в верхней части. Реально приятно трогать. И вот эта вставка сделана хорошо, мне нравится. Здесь они реально поработали. Подлокотник тоже неплохой, хотя мог бы быть чуть мягче. Верх мягче, чем вот эта часть. Дальше классические кнопки стеклоподъемников и обычный селектор зеркал. Приятно, что все знакомо. И вот он, главный предмет обсуждений. Новая внутренняя ручка двери. Сначала кнопка открывания и закрывания, все очень просто. А вот так теперь открывается дверь изнутри. Многие спрашивают, зачем? Это плохая идея. Зачем менять привычное? С одной стороны, да, можно ставить старое решение. С другой логика здесь такая. Когда сидишь внутри, рука естественно ложится вот так. И движение вот такое. Более естественно, чем вот такое. То есть идея в том, чтобы следовать естественной траектории руки в салоне. Посмотрим, как это будет в повседневной езде, когда пользуешься этим постоянно. Здесь жесткий пластик, но в нижней части хотя бы есть такая войлочная вставка.
Ну, хоть что-то. Здесь накладка R-Line на пороге и руль R-Line с перфорацией по бокам. Для этой конкретной версии руль пока без кожи недоступен. Такие варианты появятся уже на ID Polo и ID Up, но чуть позже. Сами сиденья микрофибра плюс ткань. Микрофибра приятная, с хорошим зацепом, и тканевый рисунок тоже удачный. Выглядит хорошо и добавляет комфорта, особенно по бокам. Садимся внутрь. Машина не такая большая, как Tiguan, но посадка здесь уже очень удобная. Комфорт отличный, эргономика сидений тоже удачная, есть и небольшой боковой упор. Для базы доступны и обычные тканевые сиденья, подробности в текстовом описании под видео. При моем росте 1,89 м здесь еще много запаса по высоте. Позже будет доступна и панорамная крыша. Руль регулируется во всех направлениях, вверх-вниз и по вылету. Управлять удобно. Переключение передач теперь вынесено прямо на рулевую колонку, как в моделях Volkswagen ID. Решение быстрое и понятное. И, наконец, настоящие кнопки на руле. Рад, что они здесь есть. Для громкости круиз-контроля, а справа управления цифровой приборкой. И еще раз про внутренние дверные ручки. Представьте, едешь, останавливаешься, выхожу из машины, и движение руки получается почти таким же, как кнопкам стеклоподъемников. Та же траектория. И, честно, это неплохо, я понимаю такую логику. И если вспомнить так называемый голландский хват, когда дверь открываешь другой рукой, чтобы автоматически повернуться и посмотреть, нет ли сзади велосипедиста. В Нидерландах это особенно важно из-за большого числа велосипедов. Так вот, здесь тоже можно сделать так же. Берешься другой рукой, чуть разворачиваешься, никого. Почему бы и нет? Как вам такая идея? Теперь сам кокпит. Центральный экран 13 дюймов. Физических крутилок нет. Они вернутся уже в ID Polo и ID Up. Мы это ждем. Но тут в разработке было уже поздно что-то менять. Хотя бы оставили сенсорные слайдеры для климата, если не хочется заходить в меню. По софту все нормально, мог бы быть быстрее. Но есть приятные вещи, например, сигнал превышения скорости можно включать и выключать прямо здесь. Сверху можно закрепить избранные функции. И в режимах DCC можно настроить подвеску под себя, свой индивидуальный профиль. Скоро к цифровым приборам. И посмотрите, здесь тканевая вставка на панели. Кому-то нравится, кому-то нет. Но, по-моему, они добавляют уюта. И еще можно ее пропылесосить. Под ней еще и мягкая подложка. Видно, что постарались. Вот эта часть под кожу тоже с мягким слоем. Мне такое очень нравится. Тут реально подняли уровень качества. А вот сбоку на тоннеле кажется мягким, но нет, это жесткий пластик. Строчки есть, но было бы круто, если бы сама поверхность тоже была мягкой. Бардачок обычный, но открывается плавно, тоже приятно. Спереди два USB-C и площадка для беспроводной зарядки. На ней такие забавные значки, будто дорожки в бассейне, видимо, так и задумали. Напишите, заметили ли вы это. И еще вот этот элемент. Можно крутить громкость или нажать. А отсюда же переключаются режимы вождения, так что хоть немного физических органов управления тут есть. В том числе для DCC. Почему бы и нет? Кнопка запуска двигателя здесь. Широкий центральный тоннель тоже можно подстроить под себя. Подстаканники регулируются по размеру. И внутрь можно уложить разную мелочь, места хватает. Есть отделение под монеты и карты, типично по-немецки. Почему бы и нет? Подлокотник регулируется по длине и по высоте. В целом, качеством сборки и улучшениями я доволен. Будь тут еще и физические крутилки климата, был бы совсем счастлив. Но интерьер, особенно в R-Line, мне реально нравится. И важный момент для семей.
Isofix есть не только сзади, но и на переднем пассажирском сиденье. Это плюс. Итак, поехали дальше. Вид приборки можно менять. Есть режим с картой. А вот этот мой любимый, R-Line вид с большим тахометром. Классно смотрится. Можно поставить и проекционный дисплей. Его, как всегда, сложно снять на камеру. В главном меню мультимедиа климат можно менять так или так. Оба варианта работают. Apple CarPlay и Android Auto. Проводные и беспроводные, оба способа поддерживаются. И передаю привет от Лии. Она заметила, что ручки под потолком здесь все еще есть. Если я еду слишком быстро, можно держаться. Но только спереди. Сзади таких ручек нет. А вот у водителя и у переднего пассажира есть. Переходим на задний ряд. Верхняя часть текстурой, но жесткая. Ниже мягкая кожаная вставка. Еще динамики Harman Kardon и та самая новая дверная ручка, только уже для задних дверей. Решение необычное, его активно обсуждают. Интересно, что думаете вы. Ниже снова жесткий пластик везде. На сиденьях приятная тканевая фактура. Добавляет комфорта. Isofix утоплены, аккуратно закрыты. Можно легко подсоединять крепления. Есть и вставки из микрофибры. Подстаканники здесь нерегулируемые. Колесная база здесь стала чуть длиннее. Да, это помогает по сравнению с предыдущим поколением. Хотя сама машина все равно не самая длинная в классе. И если сесть за собой, да, колени слегка упирают в спинку. Но это уже рост. Если вы высокий, будет примерно так. Чтобы вы представляли реальный запас места. По высоте запас есть. При моих 1,89 м над головой остается пространство. Позже снова появятся версии с панорамной крышей. Не с самого старта производства, но позже. Внизу 2 USB-C для задних пассажиров. И отдельный блок управления климатом тоже здесь. И раз многие спрашивали, что если не Томас сидит за Томасом, а Лия сидит за Томасом? Тогда места сзади заметно больше. Это более реальный сценарий. Томас за Томасом все-таки не лучший пример. Лия должна сидеть рядом с Томасом, но вы поняли. Такая вот математика на сегодня. Теперь багажник. У нас здесь электрическая крышка. Объем 465 литров. Что это значит на практике? Этот чемодан спокойно проходит под полкой. Ширина около метра или 40 дюймов. Стандартная глубина примерно 80 сантиметров или 31 дюйм. Под полом довольно много места. В нашем случае здесь сабвуфер. Но можно переставить нижний уровень вот так. Да, громковато, но вот доступа достаточно. Сам багажник получается очень вместительным. Переход не совсем ровный, это минус. Но зато добавляется высота. Максимальная высота около 84 сантиметров или 33 дюйма. Впечатляет. Полная длина багажника примерно 1 метр 50 сантиметров или 60 дюймов. Если нужно что-то разместить под полом, есть удобная функция. Крышку можно зафиксировать в поднятом положении и спокойно добраться до нижнего отсека. Еще полезнее, если у вас нет сабвуфера. Для сравнения, тот же цвет Celestial Blue, но уже в комплектации Leaf. Примерно средний уровень и базовые комплектации выглядят похоже. У R-Line больше глянцевого черного, а здесь без глянца. Сами прорези такие же большие, но все выполнено в матовом черном. И внизу серебристый акцент. Честно скажу, T-Roc, на мой взгляд, действительно лучше выглядит в R-Line. Не всегда так бывает, но здесь да. Здесь стоят 18-дюймовые колеса. Это ведь не самые маленькие, но даже 18-шки выглядят немного скромно на этой машине. Хотя здесь вполне нормально. И зеркала тоже не черные. В этой версии они в цвет кузова, так что образ менее злой. Если вы думали, что за элемент в каком цвете, вот этот сегмент называется хоккейная клюшка. Здесь он в серебристом исполнении, форма действительно напоминает нижнюю часть клюшки. И крыша тоже в цвет кузова.
Это такой базовый вариант. Однотонная машина, зеркала в цвет кузова, светлые колеса. Если же выбрать R-Line, то в нижней части уже будет глянцевый черный, как мы видели на нашем Celestial Blue R-Line. А вот этот в цвете Canary Yellow. И здесь уже есть несколько вещей поверх R-Line. Во-первых, контрастная черная крыша. И если вы выбираете такой вариант, корпуса зеркал тоже будут черными. То же самое и с черным пакетом. Там зеркала тоже идут черные, что добавляет черный пакет к контрастной крыше. Вот это хоккейная клюшка тоже становится черной, и колеса полностью черные. Так что тут важно внимательно смотреть, что именно у вас. Базовая версия, просто R-Line. R-Line с черным пакетом сверху, и есть ли контрастная крыша или нет. Спорт-режим. Это был разгон с 40 до 80 в горку. Нужно набрать скорость, чтобы успеть на магистраль перед грузовиком. И разогнались мы так, что смартфоны улетели с центрального тоннеля. Для подъема результат нормальный. Двигатель не самый взрывной. Мы едем на 1,5 литра ETSI, мягкий гибрид, на 150 лошадиных сил, версия T-Roc R-Line, на 19-дюймовых колесах и с DCC адаптивной подвеской. Поэтому подвеска всегда подстраивается вне зависимости от режима. Сейчас был спорт, и пока все довольно комфортно. Переключаешь в комфорт, и подвеска становится мягче. Можно ехать и в Individual. У меня там отдельная настройка. Подвеску ставлю на максимум комфорта, а руль в спорт, чтобы было больше обратной связи. Volkswagen это обычно лучший вариант. И здесь работает отлично. Руль без мертвой зоны реагирует четко, прогрессивно. И в R-Line руль спортивный с удобными выемками под пальцы. Есть и подрулевые лепестки, если хочется переключать вручную. А так DSG справляется хорошо. Если топить, переключения заметны. Но в обычной езде все очень плавно. И еще кое-что, что Лия сразу отметила во время езды. На улице сейчас ливень. Классика. Немцы приезжают в Португалию и начинается дождь. Мы всегда привозим его с собой. Но в салоне очень тихо. Мы только что ехали 80 км в час. Вокруг машины, шум шин, дождь. И даже самолет рядом, прямо у аэропорта. На микрофон он, возможно, попал, но внутри все равно спокойно и тихо. Для автомобиля не премиум-класса впечатляет. Сами сиденья в R-Line тоже радуют. Они держат плотнее и с этой микрофиброй дают хороший комфорт. Даже высокому человеку здесь удобно. И даже в такой плотной дорожной ситуации чувствуешь себя нормально. На удивление спокойно. Система старт-стоп здесь включается сама по себе. И давайте посмотрим на ассистенты. Можно переключать режимы, например, Travel Assist. Это самый продвинутый режим. В Travel Assist машина сама держит дистанцию до впереди идущего автомобиля, сама снова ускоряется и активно удерживает автомобиль в полосе. Посмотрим, насколько плавно он работает. И насколько мягко срабатывает торможение. Если у Лии будут замечания, они обычно появляются по реакции руля. Вот сейчас машина делает все сама. Смотрим. Это было чуть резче, но в целом нормально. Вообще большинство систем адаптивного круиза пока не работают настолько плавно, как человек. Единственное, что реально было лучше в новом BMW iX3. Здесь видно, как автомобиль старается держать центр полосы. Видели?
Иногда руль чуть дергает. Сейчас дождь, справа видно белую линию, а слева разметка почти скрыта водой. Поэтому бывают нервные подруливания. Сложные условия, даже полезно для теста. Но честно, в такой ситуации я бы взял руль в руки сам. Чтобы ехать плавнее, особенно для Лии. С этой мягкой гибридной системой ETSI настоящего гибридного ощущения нет. Это не как у Toyota, где мотор может отключаться и в городе машина едет какое-то время на электротяге. Полноценный гибрид появится позже, на основе того же двигателя. Это будет первый такой вариант у Volkswagen, и стартует он именно с T-Roc. Не знаю, когда вы смотрите это видео. Если рано, полноценный гибрид выйдет к середине или концу 2026 года. Если позже, возможно, он уже в продаже. А этот ETSI будет проще по цене, что тоже может быть плюсом. Здесь 150 лошадиных сил и 8,9 секунды разгона. На английском 15 и 50 ведь, правда, звучат почти одинаково. Поэтому забавно, когда я пытаюсь их нарочно выделить. Но по-немецки та же история. 50, 15. 15. Почувствовали разницу? Такой небольшой урок немецкого на сегодня. А вот это сейчас было смело. Хотя, если честно, скорее глупо. Так выскакивать на мотоцикле между машин в такую погоду. Я же вообще вырос на мотоциклах. На них начал ездить раньше, чем на авто. И даже я в такой дождь так бы не поехал. Переднее колесо занесет, расплюнуть. А еще в начале обзора я думал, ну вот, дождь, картинка скучная. А потом приходит мысль. Да нет, для теста это даже лучше. Сразу видно, как цепляются шины, как машина держит дорогу. Как работает шумоизоляция. Иногда сухие 130, как 80 под дождем. И машина ведет себя очень уверенно, приятно удивляет. Рулевой тоже радует. Ассистенты, как мы показывали, можно бы чуть точнее настроить. Может, погода влияет. Надо еще посмотреть. Здесь есть автоматическая смена полосы. И вот этот поворот. И вот этот поворот машина тоже прошла сама. В плотном трафике и под дождем ей было сложнее. Но на более высокой скорости система работает надежнее. Так, после этого черного универсала справа, гольф-вариант. Пробуем автоматическое перестроение. Поехали. Окей. Да, просит держать руки на руле. Все перестроилось плавно. И она даже заранее сбросила скорость под знак. С первого раза система не сработала, я просто хотел показать вам, что функция есть. Когда руки на руле, это сложно заметить. Но она моментально реагирует. Томас, держи руки на руле. Без этого перестроения не будет. Со второго раза я руку оставил, но, обещаю, рулил автомобиль. Получилось очень аккуратно. И мы только что ехали 120 км в час. Даже под таким дождем в салоне было очень тихо.
И снова становится понятно, почему T-Roc так хорошо продается. Он просто очень приятно едет. Это ведь не самый крупный автомобиль, компактный кроссовер. Но при этом уже ощущается более солидным. В Tiguan сидишь выше, прямее, там уже ощущение большого кроссовера. Здесь оно чуть более компактное, более похожее на кроссовер. Но эта версия стала длиннее примерно на 12 сантиметров, и они действительно чувствуются. Колесная база тоже выросла, как мы видели сзади. И все это делает поведение на дороге более спокойным. И если сравнивать с предыдущим поколением, здесь явно больше зрелости и в салоне, и в езде. И именно этого я жду от нового поколения, чтобы машину довели и улучшили. Предыдущее поколение было очень успешным. T-Roc вообще один из самых продаваемых Volkswagen. А в некоторых странах и самый продаваемый. И здесь, на мой взгляд, они действительно хорошо его доработали. И вот в чем немецкие производители по-прежнему сильны в эволюции моделей. Постепенно делают их лучше и лучше, опираясь на инженерный опыт. И едет этот автомобиль действительно отлично. У него есть сильный конкурент – Toyota Corolla Cross. С выходом полноценного гибрида у T-Roc сравнение будет еще прямее. Гибрид против гибрида. В чем разница? У Corolla Cross гибрид уже есть. У T-Roc полноценный гибрид появится позже. По общей надежности, если думать о машине на лет 10, Corolla Cross все же надежней, это фирменный стиль бренда. Но T-Roc отвечает тем, что очень здорово едет. Он ощущается легким, живым, отзывчивым. И по интерьеру тоже есть разница. У Toyota все отлично с надежностью, но внутри они часто делают просто практично. Не обязательно красиво. Думаю, вы понимаете, о чем я. Здесь же интерьеру уделили больше внимания. Мне нравится сочетание. Кожзам на панели, ткань сверху. Да, мнения расходятся. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но ухаживать просто. Пропылесосил и все. Я бы, конечно, хотел видеть здесь настоящие физические крутилки. Мы долго боролись за них с Volkswagen для вас, и да, мы добились результата. Они снова появятся в следующем поколении электромобилей, в ID.2 и ID.1, которые теперь называются ID Polo и ID Up. Это финальные имена. Так что ID Polo и ID Up снова получают физические крутилки, это важно. Что касается T-Roc, решения пока нет. Не уверен, что появится с рестайлингом. Так что пока живем со слайдерами. Но хотя бы ими можно управлять на ходу, не уходя в меню. И сверху есть хорошие горячие кнопки. Например, предупреждение превышения скорости, тот самый звуковой сигнал. Включить или выключить одно нажатие. Одно нажатие из 10 можно выбрать нужный режим. Либо верхней кнопкой, либо вот этими нижними селекторами. Они же отвечают за громкость. Как я уже показывал, нажал и можно переключать режимы движения. И для этого почти не нужно смотреть на экран. Разве что слегка. Комфорт, спорт или ставить свой индивидуальный профиль. Хорошо, что здесь есть хоть немного физических элементов. Так проще сосредоточиться на дороге, а не на экране. И это реально плюс. И меня до сих пор удивляет, насколько тихим оказался этот автомобиль для своего сегмента. Даже на фоне конкурентов это впечатляет. И подвеска. Ну, здесь мне придется обойти справа, выбора нет. Простите за это, не повторяйте такое. Вот так. И машина все равно остается очень спокойной на ходу.
И в итоге именно поведение на дороге – это то, чем T-Roc особенно выделяется. В этом он, например, стоит выше того же Toyota Corolla Cross. Посмотрите, дождь сейчас сильнейший. А в салоне все равно тихо, реально круто. И подвеска отлично справляется. Здесь еще классическая одноклапанная DCC. У моделей постарше Q3, Terramar, Tiguan уже стоит новая двухклапанная система. Она дает больше комфорта и динамики одновременно. Но и это работает очень хорошо. Если бы я выбирал одну опцию, однозначно взял бы DCC. Реально чувствуешь выгоду. Хочешь комфорт, хочешь более спортивный характер. Я чаще всего просто оставляю комфорт и наслаждаюсь работой адаптивной подвески. В нашем тесте с мотором 1,5 литра ETSI на 150 лошадиных сил расход сегодня вышел примерно между 6 и 7 литрами на сотню. Для такой погоды это нормально. Не лучший результат, конечно. В сухую погоду можно получить и ниже. Дождь всегда создает больше сопротивления для шин. Если хотите меньше расход, то для этого и появится полноценный гибрид. Эта версия только мягкий гибрид. Он дает немного преимуществ накатом, но кардинальный расход не меняет. А вот полноценный гибрид должен заметно снизить потребление на литр, 1,5, может даже на 2. И как только он появится, мы обязательно протестируем его для вас. По цене ориентир такой. Примерно от 30 до 50 тысяч евро, если брать базовые моторы, или вот как здесь максимальную комплектацию R-Line с опциями. Это примерно те диапазоны, на которые стоит рассчитывать. И позже, возможно, когда вы смотрите это видео, он уже вышел, к концу 2026 года снова появится T-Roc R с мощностью 333 лошадиные силы. Мы, конечно, будем держать вас в курсе. Для меня главное в этой машине, как она едет. Даже с 20-дюймовыми колесами, адаптивной подвеской DCC отлично сглаживает все по комфорту. Очень хорошее сочетание управляемости и плавности хода, несмотря на самые большие колеса. Если хотите мягче, можно просто выбрать колеса поменьше. Но суть в том, что этот автомобиль действительно очень хорошо едет. Управляется легко, приятно и доставляет удовольствие. И вместе с компактными размерами и хорошей вместимостью, это одна из причин, почему новое поколение снова будет успешным. Самое время посмотреть на конкурентов.